Всем привет! Сегодня готовлю лимонные пирожные с белковым заварным кремом. Этот простой и необыкновенно вкусный десерт родом из детства легко приготовить дома. Выпечку начинаем с подготовки песочного теста. В глубокую чашу отправляю 3 желтка, 1 яйцо, щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара, в пакетике 8 грамм, 150 грамм сахарного песку. Все хорошо перемешиваем. Добавляю 150 грамм растопленного сливочного масла. Двести миллилитров кефира. Кефир можете брать любой жирности. В жидкую массу отправляю 500 грамм муки. В муку высыпаю пакетик разрыхлителя. В пакетике 16 грамм. С помощью силиконовой лопатки буду замешивать мягкое тесто. Тесто очень нежное получается, липнущее к рукам. Таким оно и должно быть. Тесто долго вымешивать не нужно. Вот такая консистенция теста должна получиться. Приготовленное тесто накрываю пищевой пленкой и отправляю на 1 час в холодильник. Тесто должно хорошо охладиться. Пока охлаждается тесто, приготовим крема. Для этих пирожных мы будем готовить лимонный курд и белковый заварной крем. Начну с лимонного курда. Для крема мне потребуется 130 грамм сахара, щепотка соли, 10 грамм кукурузного крахмала, сухие ингредиенты нужно хорошо перемешать. Добавляю 2 яйца, 1 желток, цедру 1 лимона. Все хорошо перемешиваю.
Добавляю 125 мл свежевыжатого лимонного сока. Приготовленную массу процеживаю через сито и отправляю на плиту. Крем при постоянном помешивании довожу до кипения и после закипания буду проваривать еще 2 минуты. Крем закипел, убавляю температуру. Правильно приготовленный лимонный курт получается плотный, гладкий. В готовый крем добавляю 100 грамм сливочного масла. Все хорошенько перемешиваем. Горячий крем выкладываю в чистую емкость. Охлаждать крем буду при комнатной температуре. Белковый заварной крем готовится на основе сахарного сиропа, который по приготовлении заваривает белки. В кастрюлю отправляю пакетик ванилина, щепотку соли, 200 грамм сахара, 70 миллилитров воды, вода холодная. Все хорошо перемешиваем и отправляю на плиту. На большой температуре довожу сахарный сироп до кипения. Сироп закипел. С момента закипания ставлю на умеренную температуру. Сахарный сироп буду уваривать около 5-7 минут. И пока эти минуты будут идти, я начну взбивать белки.
толстую емкость отправляю 4 охлажденных белка, щепотку соли, 4 белка с щепоткой соли взбиваю до устойчивых пиков. Прошло 5 минут. За 2 минуты до окончания варки добавляю столовую ложку свежевыжатого лимонного сока. Все хорошо перемешиваю. И вот так еще 2 минутки на умеренной температуре провариваю. Приготовленный горячий сахарный сироп тонкой струйкой буду вливать во взбитые белки и продолжать взбивать. Вот такой белоснежный, пышный, воздушный белковый крем должен получиться. Пекарскую бумагу присыпаю мукой. Выкладываю охлажденное песочное тесто. Тесто буду раскатывать в прямоугольный пласт толщиной 5-6 мм. Корж буду выпекать на противне диаметром 40 на 30. Охлажденное тесто очень хорошо раскатывается, податливое, не прилипает к скалке. Обрезки теста пойдут на крошку. Раскатанный корж накалываю вилочкой. И отправляю в заранее разогретую духовку. Пеку на 180 градусов до золотистого цвета. Время выпечки засеку. Испеченный горячий корж разрежу на прямоугольники. Я буду это делать с помощью линейки. Ширина 5 см, длина 10
сантиметров. Обрезанные кусочки теста пойдут на крошку. Тесто можно и без линейки разрезать на прямоугольники. Идеальных размеров добиваться не нужно, но я вот просто решила сделать так, чтобы пирожные были все одинакового размера. На противень выложила первый ряд песочных полосок. Полосочки должны лежать близко друг к другу. Выкладываю половину лимонного курда. Крем наносим равномерным слоем. Крем плотный, хорошо держится на пирожных, не растекается. Поверх лимонного курда укладываем белковый. Визуально делим крем напополам и половинку выкладываем. Распределяем ровным слоем. Поверх белкового крема укладываем песочные полоски. Смазываем оставшейся половиной лимонного крема. Поверх лимонного курда выкладываю белковый заварной крем.
бока пирожных тоже можно хорошенько обмазать белковым кремом. Верх и бока пирожных обсыплю крошкой. Готовому пирожному нужно будет дать хорошенько охладиться и пропитаться. Охлажденные пирожные выкладываю на доску. Посмотрите, какие они красивые, какие они нежные, ароматные, воздушные. Если вам понравился мой рецепт, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения и до новых видео!